Приветствую вас, путешественники! В этом видео я покажу вам мексиканский штат Кампече и познакомлю со всеми его самыми интересными достопримечательностями, такими как руины древних городов майя, глубоко потерянных в джунглях, такие как пещера со смерчем из летучих мышей, и самое интересное, я покажу самый огромный город майя Калакмуль, с самыми высокими пирамидами, на которые мы поднимемся и встретим закат на них. Поехали! Находимся на набережной города Кампече, и тут мы смотрим Мексиканский залив. Хорошая набережная, хороший залив. Здесь такие пеликаны ныряют за рыбой, очень красиво. Но вода не прозрачная, нету этой бирюзы. Я подошел еще к одному памятнику в Кампече. Сейчас посмотрим набережную и будем делать путь дальше. По центру Кампече, в принципе, все стандартно. Центральная площадь, центральная церковь, галерея торгующая. Здравствуйте. Все как в Пуэбле и все как в Мериде. Прикольно. Тут торговля, рестораны. Все живое. Город живой. Веселый. Городок Кампече маленький, но очень похож на Мериду, такой колониальный. Очень-очень похожи дома, они все одинаковые, просто цветами отличаются. Напоследок я зайду, посмотрю эту церковь. Главным образом меня порадовало в Кампече это вот такие красивые колониальные улочки. Они внесены в наследие ЮНЕСКО, ну, в принципе, их интересно посмотреть. Если бы еще за ними, конечно, нормально ухаживали. А так, Кампече не больше, чем перевал. Все, друзья, едем дальше. Последняя достопримечательность города — это форт. Но он закрыт. Ну и не страшно, в принципе. Что-то смотреть. Друзья, снова мы путешествуем по супер древним городам в супер джунглях майя. Сейчас мы находимся в городе Кахунлич. И здесь, я еще такого не видел, огромнейшие зарослевые пальмы. Смотрите, какие они высокие. Очень высокие, они даже пальмы покрылись мхом. Посмотрите, какие красивые заросли джунглей, пальм и всего такого. Вот такая дорожка ведет. Друзья, это просто райские сады. Чем мне нравятся вот такие маленькие затерянные города, они такие помпезные, как там Чичен Ица или Тулум, то что тут можно на пирамиды лазить, везде шариться, все трогать, на дроне летать, что угодно. Поэтому в этом есть свой кайф. Дома для обслуживающего класса, точнее для рабочих. Поднимаемся на самую вершину города Калунич, на Акрополис. Сейчас будем смотреть общий вид города. Вот камни, и из камня такое толстеннейшее дерево выходит. Смотрите, это невероятно. Джунгли, конечно, природа отвоевывает свое, какие бы это ни были фундаментальные сооружения. Самая главная достопримечательность этого города, то что тут туристов нет, вообще нету ни туристов, ни туристов. Очень классный город, приятная атмосфера, такая чистая, светлейшая энергетика. В общем, она меня наполняет, я прямо вот чувствую эту вибрацию этих пальм, джунглей. Очень классно. Сейчас мы подходим к главной кульминации города. Это храм масок. Красивое здание. Сейчас я на него буду подниматься. Я тут бонусом увидел обезьян на верхушках деревьев. И это очень классно, реально увидеть их в дикой природе. Сейчас идем увидеть пещеру, где поднимаются летучие мыши. Вход бесплатный, потому что это природа, но там стоит Остап Бендер с Кисой Воробьянином и требует по 30 песо. Якобы они гиды. Там что-то люди возмущаются, не возмущаются, но фишка в том, что мы уже идем смотреть летучих мышей, а люди до сих пор возмущаются. Да, мы дошли до пещеры, это больше похоже на сенот. И сейчас ждем, когда взлетят летучие мыши. Если бы тут были более предприимчивые люди, они бы уже приготовили чипсы из летучих мышей, суп из летучих мышей и прочее, прочее. Но мексиканцам легче брать деньги за вход методом Остапа Бендера.
Друзья, нас выгоняют, но зрелище было сумасшедше классное. Это реальный смерч из летучих мышей. И ничего похожего я не видел, а особенно когда не ожидаешь. Наша доблестная команда снова исследует джунгли, не туристические места, затерянные города индейцев майя. И сейчас мы находимся в городе Хормигуэро. Друзья, вот такой огромный замок, или я не знаю, как это сооружение назвать, палац, и он мне очень не напоминает конструкции майя, а больше напоминает здания в Камбодже или какой-нибудь Шри-Ланке. Посмотрите, друзья, тут декорирован фасад, именно декорирован, не просто кирпичи наложены, а уже делали какие-то декорации фасада. Что мне нравится в таких не супер попсовых местах, не туристических, то что здесь нету толп туристов и везде можно ходить, гулять, ничего не перегорожено. И второе, это здесь все покрыто мхом, то есть здесь кирпичи не выложены, не отесаны, ты понимаешь по-настоящему, что это сооружение потеряно во времени. Вот там куча людей, ты такой: мой народ, принесите мне бананов. Точка, мы находимся в городе Шпу-Хиль и наслаждаемся руинами майя в джунглях. Главная достопримечательность города Майя-Шпу-Хиль — это вот это трехбашенное, нестандартное, нетипичное здание. Оно не похоже на другие города, что мы видели. Вот эти здания. И то я далеко от него нахожусь. И как из этого фундамента выросло дерево. Доехать до города Калакмуль не так просто. Туда ведет 1,5 часа вот такой узкой дороги, рассчитанной практически для одного автомобиля. И будет 3 форпоста, за каждый который нужно заплатить деньги. А потом ты еще пешком очень долго идешь по узкой дороге, чтобы увидеть этот, скажем так, мистический город. Мы находимся уже даже почти на границе с Гватемалой. Друзья, дорога длинная. Уже задолбался идти, поэтому планируйте сюда ехать сразу с утра, в эту достопримечательность, без других достопримечательностей. Свеженькая пирамидка, Славик говорит, углы острые, видно ее так с нуля построили недавно. Калакмуль — это огромный могущественный мегаполис майя, даже не город, а мегаполис, столица Канульского царства. Он был экономическим политическим центром того времени и конкурировал с городом Тикалем, который находится в Гватемале, и я про него снимал отдельное видео. Город имеет множество высочайших пирамид высотой 45 метров, с которых невообразимо красивые виды на зеленое полотно леса. Открыли этот город всего лишь в 1931 году. Представьте, Колумб приехал в Мексику в 1500, а открыли этот город в 1931. Он был спрятан в джунглях и, соответственно, за все это время оброс разными деревьями. Друзья, сейчас в резиденцию заходим. Тут можно зайти. Все эти здания 7 век нашей эры или 700 год. Друзья, пока что Калакмуль — это самый большой город, который я видел из всех юкатановских городов. Наверное, даже и больше, чем Теотиуакан по площади, потому что мы уже гуляем, я уже устал смотреть на все это, а здания все не прекращаются и не прекращаются, дорожек очень много. После 1,5 часа хождения по этому городу мы наконец-то вышли на площадь Ягуара, и здесь огромнейшие пирамиды, аж 4 штуки или 5, которые создают антураж площади. Друзья, наконец-то я поднимусь на огромнейшую пирамиду, очень высокую. Это, оказывается, не самая высокая пирамида, на которую я залез. Самая высокая вот там будет. Вот там самая высокая пирамида. Красиво наблюдать вот этот весь зеленый океан, подсвеченный солнцем на закате. Красота неописуемая. Друзья, самая большая, самая огромная пирамида. Друзья, только что был на той пирамиде, снимал вид. А теперь я поднялся еще выше, на самую высоту пирамиды. И теперь я на самой высокой точке этого города. Правители того времени пузо, как наши чиновники, не могли отъедать, потому что пока поднимешься наверх, пока спустишься, зарядка еще та. Друзья, последняя на сегодня пирамида. Мы подошли
к центральной площади, самой первой. То у нас была площадь Ягуара, это Плаза Централ. И сейчас я буду взбираться на эту пирамиду и встречать закат. Друзья, я много где встречал закаты и рассветы, но на вершине пирамиды, на фоне Зеленого океана, еще ни разу не встречал. Первый такой опыт. И это очень круто, потому что чем ближе садится солнце, тем больше начинают птицы петь. Вот такой, ребята, крутой закат на пирамиде. Солнце уже имеет такой оттенок желтый, мягкий свет, очень приятно и очень красиво. И птицы, и сверчки, и кто тут только не кричит.